предыдущей лекции мы рассмотрели работу роутинга, а также компонента navlink. Код, описывающий navlink, можно сделать лаконичнее, если вынести бизнес-логику в отдельный компонент custom navlink. Создаем директорию custom navlink. Код с предыдущей лекции мы просто сейчас скопируем и перенесем в custom navlink. А в index.js файле нужно поменять будет путь. В директории custom navlink создаем файл custom navlink.js. Импортируем из библиотеки Reactor Router DOM компонент navlink. Создаем функциональный компонент custom navlink. Здесь у нас props, но мы можем сделать сразу деструктуризацию. Children — это вложенные дочерние элементы. Делаем return. Компоненты navlink. Из app.js копируем set active link и переменные. Вставляем в custom navlink. В navlink передаем необходимые пропсы. В компоненте app импортируем наш новый компонент custom navlink из файла custom navlink.js. Меняем navlink на custom navlink. Убираем уже эти переменные и функцию, которая нам не нужна. Сохраняем. Запускаем проект. Проверяем на работоспособность в браузере. Страницы переключаются. Активная ссылка подсвечивается другим цветом. Все прекрасно работает. Хочу вам показать еще один подход. Создадим компонент custom link. Скопируем весь код из custom navlink, вставим сюда. Изменим название на custom link. Здесь нам потребуется не navlink, а link. Для определения активной ссылки нам потребуется hook use location. Из библиотеки React Router DOM. Импортируем.
результат работы рука useLocation запишем в переменную location. Выведем в консоль, чтобы посмотреть, что такое location. Хочется передать class name следующее условие. Если location patch name совпадает с to, то тогда присваивается класс active class name, а иначе link class name. Сразу скажу, так работать не будет, и есть отличное решение. В одном из проектов мы применяли библиотеку ClassNames, которая занимает 18 килобайт. Сейчас на текущем проекте, где я работаю, применяем другую библиотеку CLSX, которая занимает 5 килобайт с копейками, которая, то есть больше, чем в 3 меньше, в 3 раза меньше, да, чем ClassNames, и обладает тем же самым функционалом. Установим библиотеку pm install CLSX. Импортируем CLSX from CLSX. Внутрь круглых скобок CLSX, внутрь этой функции мы передаем наше выражение. Сохраняем файл. В компоненте app custom navlink меняем на custom link. Импортируем custom link. Сохраняем. Запускаем проект. Проверяем в браузере. Все по-прежнему работает. Смотрим в консоли, что такое location. Это объект. И у него есть свойство patch name. Поэтому можем вернуться в код. И сделать здесь сразу деструкторизацию patch name. Location. Точка. Убираем. Сохраняем. Переходим в браузер. Обновляем. Да, здесь ругается end, потому что он применяется в компоненте navlink. Здесь не нужно. Работает. Все замечательно. Спасибо за просмотр. И не забывайте ставить лайк, который мне сигнализирует, что данный контент вам интересен. Всем отличного дня и настроения. Пока-пока.